Здравствуйте, друзья! Хмурый дождливый день сегодня в Барселоне и на побережье. Но, тем не менее, сегодня праздник– Международный женский день. Дорогие девочки, дамы, я вас поздравляю с этим праздником и желаю вам интересной, насыщенной жизни, чтобы хандра никогда не стучалась в ваши двери, а чтобы в вашей жизни были бесконечные улыбки, движения и что-то новое. А любви, счастья и здоровья вам пожелают ваши мужчины. Вы знаете, друзья, в Испании этот праздник тоже отмечается. Вся Барселона уже расцвечена плакатами, всевозможными там бегущей строкой сообщают, чего женщины достигли в борьбе своей за права, какие они уже там профессии осилили и тому подобное. В прошлом году я как-то на 8 марта попала в Барселону, я тоже чуть уехала домой, потому что была демонстрация, группы женщин с плакатами, там, с флагами, с какими-то лозунгами. У них даже лица были разукрашены какими-то феминистическими знаками. Они там митинговали. Потом все эти группки собрались на перроне на вокзале. Стоял шум, крик, их там было много. Короче, испанские женщины в этот праздник вкладывают совсем нечто другое, нежели мы. У них в первую очередь феминизм, борьба за права. И в этом они, надо им отдать должное, достигли больших успехов. Скоро у них женщины будут как мужчины. Вот. Так что мы совсем другое значение придаем этому празднику. И у нас это праздник весны, любви, улыбок и так далее. Ну что, друзья, это было такое небольшое лирическое отступление. А теперь перейдем к нашим баранам. Ну, как вы уже поняли, сегодня суббота, и на рынке я не была, но на этой неделе я была там аж 2 раза. В среду я встречалась со своим подписчиком, который теперь стал, несомненно, моим очень хорошим приятелем. Друзья, это было очень познавательно. Очень интересно образованный мужчина, который увлекается металлами, преимущественно серебром. Он очень разбирается в клеймах, он про них знает все. Он знает это все комьюнити, которое занимается серебром, серебряными изделиями и так далее, аукционами. Он мне очень много рассказал про эту кухню, про то, как формируются вот эти лоты, которые приезжают. Оказывается, они на нашу барахолку приезжают даже из Франции. Ну, что неудивительно, Барселона находится как бы рядом. Франция совсем недалеко, Жирона, а там уже Франция. Вот. Друзья, он с утра уже прикупил 2 каких-то совершенно потрясающих кольца, серебряных. Он сказал, что это Афганистан, что это какие-то кольца их знати. Одно кольцо является и печатью одновременно. Я вам сейчас прицеплю видео, вы посмотрите. Это, конечно, очень интересная вещица. Я таких никогда не видела. Возможно, многие из вас тоже. Еще раз повторюсь, что это Афганистан, и это кольца каких-то очень обеспеченных мужчин. Офигенные Pero вещицы. 50 los dos. Это, O uno. Sí. это 51 y pico серебряные me кольца costó. печати. Eso por Афганские. auction. Ha comprado Также мне por лучше la precio de показать. entrada. Fíjate, eso gratis. Как вам такое? А дайте второе посмотреть. А это уже просто кольцо. Eso puede ser queso piedra. ¿Por qué eso piedra? Mira, Девочки, кто смотрел Sí, про lo sé турецкого yo. султана? está frío. Sí. Eso piedra. Представьте, это он мог носить такое кольцо. Ostras, que no lo había visto nunca. Vale. А еще, друзья, Валерий меня завел в очень интересную ювелирную мастерскую, где он знает хозяина. Мы познакомились. Там оказались очень приемлемые цены. И вот там я в этой мастерской приобрела такую брошь. 18 грамм весит эта брошь. У нее есть клеймо. Вот, если ближе посмотреть. Так, где же оно было? Я уже немножко забыла. Ага, вот она. 930-я проба на этой броши. Валерий мне ее расшифровал, сказал, что это Германия. И я в интернете нашла. Это 1905 год. Это, несомненно, немецкая работа. По-немецки это направление называется модерн. Во Франции это ар-нуво, что является одно и то же. Это один и тот же стиль, одно и то же направление. Вы знаете, как-то у нас недооценены эти броши. Как-то у нас их, я не знаю, может, не то чтобы не любят, их, может, просто не знают.
А французы их просто обожают. Вы знаете, что вот такая брошь будет стоить гораздо дороже, чем брошь 19 века. Уж не знаю почему. Ар-Нуво и Ар-Деко французы очень уважают. Ну, и я для коллекции приобрела вот эту брошечку 18 грамм в этой мастерской, потому что как-то она у меня слабо представлена, вот это направление, и я подумала, пускай будет. А еще, друзья, Валерий мне уступил совершенно потрясающую вещицу. Он ее прикупил. Вот. Это еще более массивная вещь. Здесь 30 грамм серебра или больше. Сейчас, чтобы немножко ближе я вам клейма покажу. Вот такие клейма. Вот здесь еще голова Миневры. Вот. Ближе не покажу, потому что все, телефон больше не увеличивает. Так, вот еще такие клейма. Вы знаете, сама я бы ни за что не рискнула купить такую вещицу, но Валерий, безусловно, разбирается. Друзья, вот кто из вас узнал, что это такое? Это шатлен, девочки. Это серебряный массивный шатлен. Это вот такая штука, которая крепилась на поясе. И вот на этой цепочке подвешивалось, уж там что хочешь могло подвешиваться. Ключи, кошелек, ларнет, ножнички. Всякие полезные вещи в быту. Вот еще раз давайте ближе его посмотрим, как вот он выглядит. Я сейчас его немножко увеличу. Ну, вот такие детали. Ну, увеличено плохо его смотреть. Даже вот его надо уменьшить, чтобы был общий вид. Друзья, я допускаю, что его даже он мог вот как-то вот так располагаться на поясе. Их могло быть даже два. Вот мог крепиться еще, вот это колечко могло крепиться на второй. И здесь вот подвешивались всякие вещи. Потому что я посмотрела, разных модификаций были вот эти шатлены. Карманов раньше не было. И шатленов было великое множество. И всевозможных конструкций они были. У меня в коллекции есть один бронзовый, но он, к сожалению, не здесь. Вот, и поэтому я вам не могу его показать. Валерий, огромное спасибо за такой интересный антикварный предмет, потому что это 19 век, несомненно. Большое спасибо. Друзья, я еще за него даже не рассчиталась. Вот что значит, порядочных людей видно издалека. Вот, потому что я просто с собой взяла не сильно много денег, еще собиралась на барахолке что-нибудь прикупить. Вот, а Валерий говорит, бери, там потом как-нибудь разберемся. Так что вот такую интересную вещицу я приобрела. Вот, еще знаете что, друзья, Валерий тоже немножко увлекается фарфором, он в начале своего пути, он тоже там что-то прикупил, мы там в кафе рассматривали эти вещи, и я вам тоже прицеплю это видео, чтобы вы посмотрели. Из рубрики «Что купили мои друзья». Вот на аукционе такое блюдечко. Можно сказать, сколько стоило? Нет? Да, конечно. 30 евро. Посмотрите, клеймо севрское. Ну, конечно, это не севр. Блюдечко с дефектом. И тем не менее, все равно его оценили в 30 евро. Я не могла понять, почему. Ну вот, мы посмотрели. Очень классная работа. Посмотрите, какое искусное наложение золота. То есть несведущему человеку вполне можно подумать, что это реально севр. Вот. Так что вот такое блюдце. И сейчас посмотрим такие восхитительные чашки с ручной росписью. Вот. Роспись не сильно, чтобы такая, конечно, сложная. Она достаточно простая, но тем не менее все равно работы много. Это кофейные пары. Вот, посмотрите. И меня очень заинтересовало клеймо. Я первый раз такое вижу. Вот, посмотрите, снизу Виста Алегро, Португал. А сверху, опять же, такая черная нашлепка. У меня есть подозрение, что декоративная мастерская оформила белье Виста Алегро. Но затем посмотрела и решила вернуть им их клеймо. Ну вот, такой интересный комплектик. Ну и вот такая интересная чайная пара в настоящем серебре. Хосе Мангинелли. Хосе Мангинелли. 950 проба. 950 проба серебра. 1903-1908 год, друзья. Вам не хухры-мухры. Я честно скажу, я такие вещи даже не смотрю, потому что дорого. Все, что в настоящем серебре, это дорого.
Вот, тем более, ну, пускай это деколь, но это же антикварная вещица, ей больше 100 лет. И вот такая восхитительная кофейная пара Есть две, я взял одну. в серебряной оплетке. Посмотрите, какая работа. Ой, слушайте, я вам так признательна за то, что вы мне принесли свои экземпляры. Я сама образовываюсь, но и заодно мои зрители. Ну вот, по обратной стороне блюдца сразу видно, что оно антикварное. Как-то так. А еще, друзья, в тот день я приобрела вот такие симпатичные старинные серьги. Мне очень понравилась работа. Ну, я и не ошиблась. Я их, когда принесла домой, про них посмотрела информацию. Чат GPT сказал мне, что это 1920-е годы. Это стиль ар-нуво, переходящий в арт-деко. Ну, как бы мне кажется, это и так видно. Вот такие интересные застежки клипсочками у этих сережек. Кстати, очень хорошо держится, неожиданно хорошо держится вот такое крепление. Как бы я прям не ожидала. Эти прям дипломированные клипсы, у них имеется, ну, сережки, имеются клейма. Друзья, я не знаю, видно ли вам. Ну, плохо видно, но я уже больше не увеличу. Телефон больше не увеличивает. Вот такая вот работа. Я еще их не почистила. Так что как-то вот так выглядели эти серьги. Конечно, нужно сказать, друзья, что вы же знаете, что я езжу в субботу после обеда. Никаких интересностей в это время там уже нет на блошином рынке. Все самое интересное, вкусное там, конечно, с утра. И Валерий, безусловно, прав. Мы с ним прошлись по рынку. Конечно, красота неописуемая. Ну и народу там тьма тьмущая. И каждый занимает охотник за своими сокровищами в своей нише. Кто за серебром охотится, кто за картинами, кто там за фарфором. Все это как-то очень быстро исчезает с прилавков. Ну, торговля идет такая, нешуточная. Так, друзья. А второй раз на блошином рынке я была в пятницу, потому что муж проходил технический осмотр автомобиля. И я составила ему компанию и поехала там тоже часок-другой поболталась на блошином рынке. Так как мы были на машине, друзья, я вот купила эту красоту. Вот это такое старинное бра. Я тоже к нему 3 раза подходила. И мне было очень интересно, где же оно, в каком помещении оно висело. Ну, под такие бра, несомненно, нужен какой-то замок. Потому что оно достаточно такое массивное, объемное. Ну и кроме того, оно очень тяжелое. Конечно, если бы я была не на машине, я бы даже близко ничего подобного не покупала. Но уж больно атмосферная вещица. Вы знаете, друзья, не могу пройти спокойно мимо бронзы. Но вот меня притягивает к ней магнитом, а к таким вещам тем более. Они теперь становятся все дороже и дороже. Больше их, как я уже тоже вам говорила, не становится. И я их очень люблю. Ну, такого бра у меня еще не было. Вот оно на дубовой основе. Оно покрыто лаком сверху для того, чтобы не темнела эта бронза. И она была все время одинакового цвета. Вот. Ну уж не знаю, насколько это хорошо, насколько плохо. Сохранились аутентичные плафоны. Вот надо будет немножко вот эту красочку стереть. Ну вот, посмотрите, такое огромное массивное бра я прикупила. А еще я прикупила вот такую картину. Вы знаете, друзья, ничего особенного. Кто-то скажет, ну вообще, ну что в ней такого? Меня попросили купить какую-нибудь недорогую атмосферную картину. Мне трудно судить, насколько она атмосферная. Ну, достаточно такая простая рама. Это в такой импрессионистской манере написана эта картина. Это 60-е годы где-то плюс-минус. Ну, такая незатейливая рама. Но зато вы знаете, что у этой картины такой какой-то незатейливый, не сильно сложный вайб. И ее, соответственно, можно интегрировать, ну, в помещение, потому что, ну вот, друзья, вот такие картины очень сложно поместить, ну, в какой-то вот наш обычный интерьер. Ну, а с такой все гораздо попроще, потому что она такая не сильно замысловатая, не сильно затейливая. Уж я не знаю, понравится ли она той даме, которой я ее купила, но если не ей, так еще кому-то. Так, друзья, ну, тут у меня цветочки. Вот еще раз хочу вам показать, когда-то купила антикварную вазу с эмалями. Уж не знаю.
Видно, не видно. Вот такая аметистового стекла ваза. Ну, плохо показала, наверное. Ну, общий вид как-то вот так вот у нее выглядит. Так, друзья, а еще я вчера прикупила вот такую сумочку. Ой, вы знаете, что она очень не понравилась моему мужу. Говорит, такая цыганская, вызывающая и тому подобное. А я, вы знаете, взяла ее в руки, и все, я решила, что я ее куплю, я ее не могла положить обратно. Посмотрите, какая ручная работа. Друзья, это бисер. Это абсолютно ручная работа. Вот такой разработанный, несомненно, узор. Очень мне понравилась застежка в этой сумочке. Вот такой клатч. Друзья, он достаточно большой. Сюда поместится и телефон, и какая-то косметика, и ключи, и все на свете. Вот. Сумочку-то я, друзья, купила. Уж я вам показывала вот эту шляпку, да? Вот, в которой я собираюсь пойти на скачки. И я решила, что вот этот клатчик, это будет самое то. Ну, у меня будет такой вот лук. Вот к той сумочке, к той шляпке купила вот эту сумочку. Друзья, внутри она практически новая. Мне кажется, ей, может, даже и не пользовались. Никаких следов бытования нету. Вот здесь имеются вот такие крепления для цепочки. Но я так понимаю, что ей не пользовались. Вот. То есть эта сумочка, она просто как клатч. А что вы думаете? Не знаю, она мне так нравится. Я посмотрела в инете, они есть, конечно, на eBay 129, там 129, 100 долларов стоит, как бы 50-е, 60-е годы их классифицируют. Ну, продавцы пишут, кто во что гораст. Кто пишет, что это Индия, кто пишет, что Иран, кто пишет, что Испания. А уж, ну, чей этот клатч? Ну, не знаю, сложно мне сказать. Так, друзья, еще купила я немножко мелочевки. Прикупила вот такую интересную коробочку. Она так достаточно ювелирно неплохо сделана. Вот такая буква М с маркозитиками. Ну, чуть такая потертая. Вот, друзья. Кто-то подумает, что это таблетница. Это совсем не таблетница, друзья. Это вот такая мини-пепельничка. Карманная пепельничка, который в 20 веке, там до каких-то годов, до 80-х, наверное, в кармане имел, возможно, каждый европейский джентльмен. 20 век прошел под эгидой курения. Курили все и везде. Я помню первый раз, когда я приехала в Польшу, это были 80-е годы, к маминой подруге, и у нее дома курил пан Стась. Вот, и он плюс-минус вот с похожей пепельничкой ходил по дому. Вот он, когда хотел закурить, доставал ее, вот, и стряхивал пепел. Курили дамы, курили мужчины, курили... Курить вредно, сразу говорю, но, тем не менее, из песни слов не выкинешь. В 20 веке было так. Вот эта пепельничка именная, какого-то Мигеля или, возможно, какой-то Марии. Уж не знаю. Ну, вещица винтажная, несомненно. Тоже это где-то 50-е годы, я посмотрела, и мне захотелось ее купить. Ну, чтобы было такая. Я люблю винтажные вещи. Еще, друзья, я прикупила вот такой вот кошелечек. Кошелечек-кольчушка, вот из вязаного такого металла. Я давненько присматриваюсь к таким кошелечкам. Друзья, мне очень нравятся серебряные. Ну, это прям они мне очень нравятся. Ну, вы знаете, что они дешевое удовольствие серебряные. Вот такой кошелечек, это от 50 до 80 евро плюс-минус сейчас. Они сейчас многие в таком, знаете, плачевном состоянии. А этот я купила, потому что он практически новый. Ну, с ним все хорошо. Посмотрите, какое плетение. Все на месте. Петли, хотела сказать. Вот, все до единого звенья. Он абсолютно рабочий. Друзья, это альпака платеада. Ну, альпака, покрытая серебром. Вот. И прикупила я такой кошелечек. Кстати, посмотрите, как его... Он вполне мог бы крепиться к этому шатлену. Вот как-то так. Ой, слушайте, сложно показать. Ну вот вы знаете, какая-то барышня могла носить подобный кошелечек вот на таком шатлене. Вот этот, который я купила, друзья, он 50-х, 60-х годов. Но на рынке есть реально старые, которые носили в 19 веке. И то есть он вполне так мог бы выглядеть.
Так, друзья, сейчас мы посмотрим. Еще я пару украшений вчера купила. Вы знаете, очень мне понравилось вот это колечко. Оно тоже, вот обратите внимание, серебро, марказиты и золото. Интернет мне сказал, что это ар-деко. Сейчас мы ближе посмотрим. Вот два таких необычных клейма. Здесь, которые, ну, сложно рассмотреть, сложно читаемые. И вот если мы поближе посмотрим, вот такие очень маленькие марказитики, закатанные в серебро, поэтому они очень хорошо закреплены, они туда не выпадут. Вот. И вот такое золочение. Очень хорошо смотрится на пальце, такая необычная печаточка. Нравятся мне вот эти украшения. Так, друзья, еще я купила вот такие вот сережки. Посмотрите, тоже они антикварные. Серебро вот с таким золочением. Друзья, я вот эту патину не чищу, потому что, ну, это года. Уже скоро век этим сережкам, потому что это тоже где-то, ну, это довоенные 20-30-е годы. Это вот из той оперы, я уже вам показывала, девочки и мальчики. А где же это? Вот эта вот подвеска, она тоже вот этой мануфактуры. И в этой же технике. Вот такое же серебро с золотом, только это с марказитами. И вот тоже вот точно так же выглядит вот обратная сторона. Вот, посмотрите. Вот как-то так выглядит. Вот еще я думаю, что вот эти броши тоже этой же мануфактуры, этого же производства. Потому что очень похожа вот эта техника. И это все, друзья, без маркировок. Маркировок, ну, нет никакого пробирования. И маркировок на этих изделиях нет. Вот. Так что вот такие классные сережечки. Очень нежные, очень классно смотрятся. Очень дорого. Вы знаете, хорошая такая изысканная... Классная работа. Ну вот почему сейчас так не делают, а? Вот еще раз на них полюбуемся. Жемчужинка. Ну вот так, обратная сторона. А еще, друзья, я вчера прикупила потрясающее колье. Так, как же мне вам его показать, чтобы его показать лучше? Друзья, вот какая-то такая работа. Вот такое плетение. Сейчас я попробую взять его в руки. Вот, и чтобы вам передать всю красоту. Это реально вот такая вот очень старинная работа. Оно такое все подвижное, очень играет. Серебро в патине. Вот такие потрясающие марказиты. Кулон в виде, я думаю, что это роза, наверное, да? Вот такая вот цветочная тематика в оформлении. Сейчас мы ближе посмотрим вот эту цепочку. Посмотрите, какое плетение. Вот такое интересное. Простая вот такая вот застежка, тоже без маркировки. Клейма на них, на этом клейме нету. И вот так это выглядит. Очень красиво. Я его примерила, ну просто, вы знаете, что шик, блеск, красота. Первый раз за все время мне подвернулось такое... Вы знаете, что даже у перекупщиков я не видела похожих колье. Ну, это, несомненно, колье. Так, друзья, как это мне, чтобы вам... Может, как-то вот... Не знаю, как лучше его показать. Короче, что-то это самое не срастается у меня. Вот обратная сторона вот так выглядит. Вот. Ну, вот как-то так. Это антикварная вещица, друзья. Это тоже начало прошлого века. Вот. Продаются похожие на eBay. Тоже продавцы пишут, что это немецкая работа. Ну, будем думать, что это так. Так что вот, я думаю, такое колье. Вот такая шляпка. И вот такая сумочка. И, знаете, к скачкам готово. Так, друзья, что я забыла вам сказать и показать. Вчера я прикупила еще 2 чашечки. Вот.
Это кофейная чашечка, в ней ничего особенного, кроме того, что это Силезия, она тоже довоенная. А я решила, что такие вот антикварные чашечки буду брать, потому что больше их не становится. Ну, вот такой декольный, незамысловатый декор, орнамент, так скажем. Клеймо Силезия. Ну, все мы уже знаем, что уже давным-давно нет такой страны. До Великой Отечественной войны была такая страна. Вот. Вот такая кофейная чашечка, такой симпатичной формы. Вот. Оформленная таким орнаментом. Там еще тоже какие-то черные точки есть. Ну и решила я ее купить. А еще, друзья, купила вот такую лиможскую чашку с ручной росписью. У нее чуть потерто позолота, видно, ей пользовались. Вот посмотрите, у нее еще черные точки внутри, что свидетельствует о возрасте. Я сначала думала, что это был декольный трафарет и сверху расписан. Но потом что-то я посмотрела, на всех чашках вот эти все тонкие линии выглядели по-разному. И я подумала, что их, наверное, тоже расписали. Чашка Лимож. Давайте ближе посмотрим клейма. Так, вот так. Лимож Франсе. Клеймо стоит только на чашке. И вы знаете, друзья, я уже только дома заметила, что я немножко лоханулась, если так можно сказать. Вот такое блюдечко. Я еще на рынке обратила внимание, что блюдца были расписаны по-разному. Вот здесь в данном случае комарик, были бабочки, мухи и вот такой цветочек. И вы знаете, что я не придала значения. Вот. А оказалось, что под каждую чашечку было расписано блюдце. И тут оказался немножко другой декор. То есть я схватила вот это блюдце не от той чашечки. Но дело в том, что там еще было 2 чашки, но они были с трещинами и разбиты. Вот. И, короче, так получилось, что... Кстати, блюдце не маркированное. Маркирована только чашка. Вот так выглядит обратная сторона. Вот, посмотрите, такой комарик. Вот такая роспись с колоском, незамысловатая. Ну и вот так выглядит вот этот антикварный комплектик, друзья. Чашке больше 100 лет, чтобы вы понимали. И, конечно, я ее не могла там оставить. Ну вот, друзья, такие мои покупки. Что вы про это все думаете? Очень интересно. Еще раз вас, дорогие женщины, с праздником. Пишите комментарии и давайте подискутируем и обсудим мои покупки. Пока-пока.